Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о программе социально-экономического развития. Каждые 5 лет правительство разрабатывает такую программу для нашей страны, то есть прописывает план действий по достижению определенных целей и плановых показателей. Программа развития, как правило, затрагивает все сферы государственной деятельности. Это и экономическое развитие, и социальное обеспечение, программы по развитию молодежи, инноваций и так далее. Обычно в конце каждой пятилетки мы слышим от правительства громкие слова о разработке программы на следующие года. Но нам никто не рассказывает о том, как была реализована прошлая программа, удалось ли чиновникам достичь поставленных целей в предыдущие годы. И стоит ли вообще относиться к этим программам социально-экономического развития всерьез? Или это просто очередные громкие слова правительства, за которыми нет никаких конкретных действий? Сегодня я хочу рассказать вам о тех задачах, которые ставило перед собой правительство в прошлую пятилетку, и что из этого чиновники действительно смогли выполнить. Начнем с того, что главной целью развития страны на 2016-2020 года было повышение качества жизни населения, основанное на следующих приоритетах. Первое – это инвестиции, а именно создание с помощью инвестиций центров опережающего регионального развития, что предполагает дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса, обеспечение гарантий прав частной собственности и активизацию приватизации малых и средних государственных организаций. Следующее приоритетное направление – это занятость, то есть создание новых рабочих мест. Дословно в программе развития это звучит как «роль государства заключается в создании условий для того, чтобы любой инициативный человек, независимо от уровня образования или наличия специальных экономических знаний, смог начать свой бизнес или найти работу по душе». Тут, конечно, не поспоришь. Это действительно одна из важнейших задач государства. Вопрос только в том, как это функционирует в реальности. И еще несколько приоритетных направлений. Это обеспечение сбалансированности внешней торговли, обеспечение повсеместной информатизации, а также развитие потенциала молодежи. По мнению чиновников, реализация данных приоритетных направлений должно было повысить ВВП страны на 15% за пятилетие, реальные располагаемые денежные доходы граждан на 12%, а у каждой белорусской семьи должна была появиться возможность построить свой дом или квартиру. Ну давайте обо всем по порядку. Первое приоритетное направление – это инвестиции. Это направление предусматривало создание к 2020 году центров поддержки предпринимательства на территории районов с численностью населения свыше 30 тысяч человек. Увеличение к 2020 году не менее чем в 2 раза количества инкубаторов малого предпринимательства. Обеспечение наличия в каждом городе областного и районного подчинения с численностью населения не менее 6 тысяч человек индустриальных площадок, то есть мест с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой для организации субъектами малого и среднего предпринимательства, производства товаров или услуг, а также их реализации. Ну и как результат таких мер, по мнению чиновников, должен был стать рост доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной стоимости с 28% в 2015 году до 40% в 2020 году. А теперь посмотрим, что мы имеем в реальности. За последние 5 лет в нашей стране было открыто всего 53 центра поддержки предпринимательства. При этом половина из них были открыты не в районах с населением свыше 30 тысяч человек, а исключительно в областных центрах. То есть в маленьких регионах, таких как, например, Драгичинский, Ивановский, Каменецкий и многих других районах, люди остаются без возможности обратиться за помощью или консультацией по вопросам предпринимательской деятельности. Что касается инкубаторов. Что вообще такое инкубатор малого предпринимательства? Это место, где начинающим предпринимателям могут оказать безвозмездно предоставить помещение для ведения бизнеса, оказать безвозмездно юридическую помощь, аудиторскую помощь, помощь в разработке бизнес-планов и так далее. Все, что необходимо начинающим предпринимателям, у которых есть идея, но, возможно, нет финансов для воплощения этой идеи. Так вот, таких инкубаторов по всей нашей стране всего 11. И, естественно, они находятся в крупных областных центрах или свободных экономических зонах. Для обычных граждан из небольших городов или поселков услуги и помощь таких инкубаторов недоступна.
То, что касается индустриальных площадок, то фактически они есть и в большом количестве. Конечно, не во всех городах областного и районного подчинения, но в большинстве. Проблема в другом, что индустриальной площадкой называют любое производственное помещение, которое есть на балансе государства. Только вот о качестве и возможности работы на таких площадках никто не задумывается. Большинство таких площадок – это старые производственные площади заброшенных заводов, которые абсолютно непригодны к ведению производственной деятельности. Результатом реализации приоритетного направления инвестиций должно было стать рост доли малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости с 28 до 40%. В действительности за последние 5 лет доля среднего предпринимательства выросла всего лишь на 2% и еле дотянула до 30%. Еще один плановый показатель, предусмотренный развитием данного направления, это рост общего объема инвестиций в основной капитал. За пятилетие прогнозировались инвестиции в объеме 150 миллиардов рублей. В реальности за 5 лет в основной капитал было инвестировано всего 123 миллиарда рублей, что на 20% ниже планового показателя. Получается, что инвестиционное направление развития чиновники провалили. Следующее приоритетное направление – это занятость, суть которого – сформировать условия для создания новых рабочих мест. К сожалению, и это у чиновников не вышло. Что касается частного бизнеса, то количество новых фирм, готовых создавать новые рабочие места, с каждым годом на протяжении последних 5 лет становилось все меньше. К сожалению, мы не можем реально оценить уровень безработицы или создания новых рабочих мест. Вернее, насколько они эффективны и пользуются ли они спросом. Но на сайте Министерства труда есть интересная статистика. В 2015 году количество свободных вакансий было в 2 раза меньше количества официальных безработных. А вот уже в 2020 году количество доступных вакансий стало в 10 раз больше количества безработных. Тут, конечно, можно предположить 2 варианта, и оба этих варианта, скорее всего, верны. Первое – это условия труда и уровень зарплат по доступным вакансиям не соответствуют требованиям безработных. То есть на такие созданные рабочие места не идут работать даже те, кто очень нуждается в работе. Ну и второй вариант – это количество официальных безработных абсолютно не отражает действительность. И тут людей, конечно, можно понять. Зачем им бегать по собеседованиям, собирать миллион бумажек, соблюдать кучу условий, и все это ради пособия в размере 24 рублей в месяц. Я даже не представляю, как неработающий человек может прожить за эти деньги в течение месяца. Теперь переходим к сбалансированности внешней торговли. Тут у наших чиновников случился полный провал. Отрицательное сальдо внешней торговли с 2015 года увеличилось в 2 раза к 2019 году. Только в 2020 из-за общего снижения темпов мировой торговли в период пандемии сальдо вновь оказалось на уровне 2015 года, но все еще отрицательно. Особенно печально выглядит ситуация с Россией. Если в 2015 году сальдо было минус 6 миллиардов рублей, то с началом реализации программы и приоритетного направления «Экспорт» в 2018 и 2019 году сальдо ушло в минус 10 миллиардов. Список неудач и нереализованных планов наших чиновников можно продолжать бесконечно. За какой пункт программы не возьмешься, нигде не достигнуты плановые показатели. Например, инновационная деятельность. По программе планировалось достичь финансирования инновационной деятельности в районе 2,5% от ВВП. В 2020 году затраты на инновации составили менее 1% от ВВП. Планировалось открыть технопарки в городах областного подчинения, имеющих значительно научную, техническую и производственный потенциал. В Барановичах, Борисове, Бобруйске, Витебске, Горках, Гродно, Лиде, Мозыре, Орше, Пинске и Солигорске. И довести общее количество технопарков до 19. Но на сегодняшний день в нашей стране существует только 10 технопарков, и почти все они расположены в Минске или областных городах. Чиновники также запланировали к 2020 году, что в стране будет порядка 10 тысяч эксплуатируемых электроавтомобилей. Но в 2020 их количество составляло только 1200. Получается, что все эти программы на 5-летку не дают никаких результатов. Все это пустые слова, плановые показатели не достигаются, а меры, предусмотренные программой, не дают ожидаемых результатов. А я напомню, что государство выделяет огромные деньги на реализацию этих программ из наших налогов.
Регионы нашей страны продолжают умирать. Статистические показатели, по которым оценивают работу чиновников, не соответствуют реальному положению вещей, как, например, обстоят дела с занятостью и безработицей. Молодые инициативные люди в регионах до сих пор не имеют никакой возможности не устроиться на работу с достойной зарплатой, не открыть свой бизнес, так как чиновникам так и не удалось создать для этого благоприятные условия. А молодые семьи все так же продолжают мечтать о собственном жилье, пока Лукашенко обещает зарплату по 500, а чиновники обещают стоимость квадратного метра жилья на таком же уровне. А зарплату чиновникам, которые разрабатывают эти программы развития и контролируют их реализацию, платим именно мы с вами из наших налогов. Кстати, на период 2021-2025 годов чиновники уже разработали очередную программу развития. И что же мы видим в качестве приоритетных направлений? Опять рассказы про высокотехнологичные проекты, увеличение количества электроавтомобилей и технопарков в регионах. То есть то, что они не смогли реализовать в предыдущую пятилетку, они перефразировали и теперь это называют новой программой развития на следующих 5 лет. Рост доходов населения за счет роста экономики, только вот непонятно, за счет чего экономика будет расти. Увеличение зарплат бюджетникам, но в соответствии с возможностями бюджета. А увеличить доходы бюджета чиновники собираются за счет экспорта в условиях введения санкций против всех основных флагманов белорусской экономики. В общем, ничего нового, кроме очередного вранья. И пока в нашей стране не сменится власть и вся эта прогнившая система государственного управления, которая преследует только цели личного обогащения, ничего не изменится. Молодежь продолжит уезжать за границу. Маленькие города и деревни продолжат умирать и разрушаться. А экономику страны ждет затяжная депрессия, из которой потом будет выбраться очень сложно. На сегодня, к сожалению, хороших экономических новостей нет. Спасибо, что смотрели наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. А мы продолжим вам рассказывать про реальную экономическую ситуацию в нашей стране.